Добро пожаловать в мир, где кровь определяла судьбы самых могущественных империй. Правители заключали браки между собой, чтобы сохранить священную кровь своей династии. Сегодня мы откроем перед вами завесу пугающих тайн, скрытых в генеалогических деревьях королевских семей, где династические браки лицемерно считались благом, но часто становились фатальной ошибкой. Какие секреты охраняют древние стены дворцов и пирамид? Как семейные альянсы вели к падению целых династий и империй? Говоря о пирамидах и глубинах истории эпохи фараонов, нельзя не вспомнить древнюю историю. Здесь, в величественном Египте, династия, отмеченная божественным провидением, провела свой путь сквозь века, оставив за собой шлейф мистики и интриг. Благородный наследник Тутанхамон пришел к власти в переломный момент. Его отец Эхнатон решительно изменил религиозный курс Египта, вводя культ единого бога Атона. Это нововведение вызвало множество конфликтов, и Тутанхамону предстояло вернуть традиции в прежнее русло. Он обладал истонченным, если не сказать хрупким здоровьем, возможно, из-за практики браков между близкими родственниками, что было характерно для его рода. Эти союзы считались священными и служили укреплению божественной легитимности на троне. Нефертити, мать Тутанхамона, была известной царицей, отличавшейся мудростью и красотой. Ее родство с мужем подчеркивало их обоих как живое воплощение богов на земле. Но именно это наследие и стало залогом сложных вызовов для их потомства. Как сохранить уникальное наследие прошлого и при этом не сломаться под его гнетом? Так кажется, что само присутствие сил, во многом окутанных тайной и великолепием, привносило в их жизни величие. Тутанхамон, юный фараон, обреченный править Египтом в раннем возрасте, стал символом тайных страданий, связанных с династическими браками. Его судьба, казалась предопределенной на века, сложилась из мощных и не всегда благоприятных уз, связывающих его предков. В Древнем Египте, где боги выбирали правителей, считалось, что чистота королевской крови должна быть сохранена любой ценой, даже если это означало близкородственные браки. Старейшины двора и жрецы шептались о его избранности, но за завесой царского величия скрывались последствия тех самых кровавых уз. Здоровье юного царя было подорвано физическими недугами, такими как деформированная стопа и слабое общее состояние, невидимые глазу несведущих, но ощутимые для самого Тутанхамона. Мистические и физические недуги привели его к ранней смерти, оставив за собой загадочный след в истоке времени. История династии Габсбургов изобилует примерами, где политические амбиции оплетены узами браков между родственниками. Представляя собой один из самых влиятельных королевских родов Европы, Габсбурги использовали семейные союзы как средство для накопления власти и влияния. В поисках укрепления позиций они часто заключали браки между близкими родственниками, что в итоге привело к печальным результатам и повторялось из раза в раз. Неудивительно, что они старались сохранить свою священную кровь. Какую бы трагичную и безумную славу не имела эта династия, она до сих пор считается одной из самых сильных и могущественных. Только подумайте, они правили целой империей, а их власть распространялась на такие страны, как современные Германия, Мексика, Хорватия, Испания, Словакия и Перу. Каждый правитель был уникален, но самым запоминающимся примером в истории был Карл II, испанский король, который стал ужасной жертвой брачных альянсов своих предков. Носитель фамильных богатств, Карл был обременен генетическим наследием, в котором кровь его предков смешалась в чрезмерной концентрации. Его хрупкое здоровье и физические особенности, рожденные печально известной губой Габсбургов, делали его жизнь невероятно сложной, а его правление несостоятельным. С ростом тревоги вокруг его неспособности дать потомство, кризис власти охватил страну, подталкивая ее к войне за испанское наследство. Клан Сонибина был отличительной чертой своего времени, известностью которой мало кто гордился бы сегодня. Их история началась с того, как Александр Сонибин, его жена и их многочисленные дети обрели дом в холодных пещерах, скрытых от чужих глаз. Слухи о каннибализме и кровожадности распространялись быстро, как лесной пожар. Те, кто попадал в руки этого клана, исчезали бесследно. Говорили, что тела исчезнувших никогда не находили, а кровавые пиршества приписывали таинственным жителям пещер. Семейные связи у них подвергались искажениям
искривленным законам природы. Отцы женились на дочерях, а братья на сестрах, создавая потомство, в коем, по преданиям, причудливо переплетались ум и жестокость. Осознание их истинной природы пришло слишком поздно. Лишь вмешательство короны смогло распутать клубок загадок и покончить с этой зловещей династией. Легенда о клане Сони Бина и ныне жива, будучи самыми кровожадными примерами среды своих времен, взывая к нашему вниманию через гул истерзанного времени. На протяжении веков европейские монархии создавали сложные сети родственных связей, которые порой приносили как политические выгоды, так и неожиданные генетические последствия. Эпоха королевы Виктории открывает яркую главу в этой истории. Благодаря многочисленным бракам ее детей она заслужила прозвище «Бабушка Европы». Виктория невольно сыграла центральную роль в распространении гемофилии, или королевской болезни, передающейся по женской линии. Каждый из ее 9 детей вступил в брак с представителями различных европейских династий, что способствовало не только укреплению политических связей, но и передаче наследственных заболеваний. Династические союзы стремились сохранить власть в определенном кругу, часто игнорируя возможность генетических рисков. Так, брак последнего российского царя Николая II с Александрой Федоровной, внучкой Виктории, привел к тому, что их сын Алексей страдал от болезненного наследия. Не только Российская империя, но и другие европейские монархии, такие как датская, строили свою тактику на тесных родственных связях, создавая сложные узлы династических альянсов. Эти союзы ставили на карту благополучие будущих поколений ради удержания власти. И хотя стремление к союзам было порой оправдано с точки зрения политической стратегии, этот опыт стал предостережением о том, как важно учитывать генетические риски для будущих поколений. С течением времени становится очевидным, что крепкие династические связи — это не только вопрос политики, но и ответственности за будущее. Джеймс Фугейт был не просто очередным жителем тихого городка в Кентукки. Его семья, Фугейты, всегда находились в центре внимания благодаря удивительной истории, которая охватила их поколение. Синие Фугейты с самого начала были окутаны завесой медицинской загадки, известной как метгемоглобинемия. Это генетическая мутация, передающаяся через поколения из-за длительных браков между близкими родственниками, вызывала у их кожи необычный синий оттенок. История Фугейтов начиналась с первых поселенцев, оказавшихся в уединенных горах региона, где кровные связи и узы были так глубоки, что генетическое наследие стало уникальной династией. Эта особенность сделала их объектом интереса для генетиков по всему миру, которые стремились понять природу и последствия такого заболевания. Казалось, что эта малозаметная семья воплощает собой противостояние предрассудкам и стереотипам в отношении несовершенства. Со временем наука открыла пути, которые могли бы облегчить их состояние. Благодаря современным медицинским достижениям, Фугейты начали вести более полноценную и комфортную жизнь, не подвергаясь суждению общества. Эта династия стала символом перемен, своего рода уроком тому, насколько ценным может быть разнообразие. История Фугейтов напоминает о важности научного прогресса и духе, способном преодолеть любые преграды. Трагическая сага дома Браганса представляет собой мрачное откровение о судьбе, навязанной именитыми союзами между европейскими династиями. Семья, связанная традициями и обязанностями, не раз становилась заложницей собственных амбиций, пытаясь сохранить кровные узы и политическую силу за счет кровосмесительных союзов. Мария Пьера, королева Португалии, оказалась в самом сердце этой запутанной драмы. Выйдя замуж за своего родного дядю Педру Триде, она стала частью союза, продиктованного не личными чувствами, а требованиями Королевского совета. Этот брак, поначалу казавшийся простой формальностью, вскоре обернулся леденящим напоминанием об ужасах инбридинга. Скрытые недуги, порожденные замкнутостью королевского круга, начали проявлять себя в виде психических расстройств, аналогичных тем, что преследовали ее предка, Карла Тори Испанского. Тревога и бесконечные страхи окутали ее разум, подобно вечным облакам, нависающим над наследниками таинственного рода. Мария была королевой, также пленницей своего королевского наследия. Ее правление превратилось в хронику борьбы с демонами собственного разума, отражением проклятия, преследующего дом Браганса. Этот печальный цикл продолжал свой мрачный путь сквозь скрытые коридоры дворца, напоминая о неумолимой природе кровных уз и той цене, которую иногда приходится платить за власть.
Давайте ненадолго отвлечемся от мрачных судеб и поговорим о чем-то более современном и неожиданном. Знали ли вы, что даже Альберт Эйнштейн, гениальный ученый, был связан с родственным браком? Альберт Эйнштейн – один из самых известных и влиятельных ученых в истории. Он был физиком-теоретиком, наиболее известным за свою теорию относительности, которая революционировала наше понимание пространства и времени, гравитации и Вселенной. Его работа внесла огромный вклад в развитие квантовой механики. Он даже получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году. Его имя стало ассоциироваться с термином «гений». Но знали ли вы, что в 1919 году он женился на своей кузине Эльзе Левенталь, которая в девичестве была такой же Эйнштейн? Для дамы это был уже второй брак, и у нее была дочь от предыдущего мужа. Тем не менее, она играла важную роль в жизни ученого, поддерживая его в трудные времена и помогая в работе. Если верить слухам, то говорят, что Альберт когда-то хотел заключить брак с Ильзой, так звали ту самую дочь Эльзы, но вовремя опомнился. Неожиданно, да? После смерти Эльзы Левенталь в 1936 году Эйнштейн больше не вступал в брак. У него были близкие отношения с несколькими женщинами, но официально он оставался холостым до конца своей жизни. Возвращаясь к теме таинственного Египта, окруженного песками и загадками древних времен, нельзя не вспомнить Клеопатру, одну из правительниц этой древней империи. Она пленила египтян своей привлекательностью и красотой, ведь по стандартам времен до нашей эры она была невероятно красива. Однако многие ученые проводили неоднократные исследования, чтобы узнать, действительно ли Клеопатра считалась эталоном красоты, и мнения существенно разошлись. Кто-то считает, что по меркам древних времен она обладала невероятной внешностью, а кто-то уверен, что она завораживала всех своим умом и харизмой. Удивительно то, что сама она была рождена в результате близкородственной связи своих предков, что было не так уж и странно для египтян того времени, если вспомнить историю фараона Тутанхамона. Египетский бог Осирис женился на собственной сестре Исиде по той же причине, что и большинство ранее упомянутых правителей. Он не хотел разбавлять божественную кровь чем-то иным и посторонним. Фараоны же видели в богах свой идеал и следовали за тем, чтобы полностью перенять все обычаи и быть как они, повторяя все тонкости их жизни. Когда в Египте обосновалась династия Птолемеев, они закономерно приняли эти обычаи. Древняя история завораживает и поражает своей глубиной. В Египте были десятки настоящих могущественных династий, фамильные древа которых просто шокируют вас. Клеопатра оказалась в одной из таких, династии Птолемеев. Ее мать также звали Клеопатра, и чтобы их различать, историки присвоили каждый из них свой номер. Так она стала Клеопатрой VII, Филопатр. Ее родители были братом и сестрой, Клеопатрой V Трифеной и Птолемеем XII. Она последовала их примеру и вышла замуж за собственных братьев, с которыми разделяла престол около 22 лет. Птолемея VIII и Птолемея XIV. У нее также был и третий муж, Марк Антоний, и именно от него у нее родились дети – Александр Гелиос, Птолемей Филадельф и Клеопатра Селена II. Также известно, что у нее есть ребенок от самого Цезаря, Птолемей XV Цезарион. За шелковыми занавесами и стенами нарядных дворцов скрывались не только богатство и роскошь, но и тайны, полные неожиданных поворотов. В этих династиях, таких как Габсбурги и Птолемеи, политические игры и амбиции неотрывно переплетались с древними обычаями родственных браков, которые поддерживали в руках власть и оставляли семейное знамение. Итак, мы завершили наше путешествие по царствам, где кровь играла ключевую роль в судьбах империй, оставляя за собой как величие, так и трагедию. Истории Тутанхамона и Марии Пьерфо демонстрируют, как семейные союзы из древности определяли линии правления, но и несли с собой непоправимые последствия. Однако это лишь верхушка айсберга. В следующем выпуске мы окунемся еще глубже в тайны других династий, чьи корни связаны с великими загадками и неразрывными узами крови. Каждый интересующийся историей может задуматься о том, как изменило бы лицо мира решение этих династий следовать иным путем, какие уроки мы можем извлечь из их ошибок и мудрости, каковы были истинные причины их падения, что мы еще не знаем о самых влиятельных домах прошлого. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше захватывающих историй из теней прошлого. Друзья, у меня для вас интересное предложение. Если вы интересуетесь историей, а также обладаете навыками видеомонтажа, умеете писать сценарии, озвучивать ролики на русском, английском и других языках, то вы можете стать частью нашей команды. Переходите в наш Telegram-бот, ссылка в описании. До новых встреч!